Доброе утро, друзья, или у кого-то добрый день. Мы сегодня с Андреем. Вчера мы наслаждались грузинским блюдом и хорошо посидели, а сегодня должны продолжить хорошим грузинским завтраком. И сегодня мы будем готовить хачапури с грибами на гриле. Хорошее хачапури — это прежде всего хорошее тесто. И сегодня мы начнем именно с него, потому что ему нужно будет постоять, подойти и немножко отдохнуть, для того, чтобы оно стало пушистым, воздушным и очень вкусным. С тебя же я попрошу подготовить начинку. Сегодня мы будем готовить ее в два этапа. Нам нужно потереть сыр. Для традиционного хачапури нам понадобится эмеретинский и сулугуни. Сулугуни отвечает за плавкость, он хорошо тянется, а эмеретинский сыр отвечает за наполнение. Он похож на адыгейский сыр, такой немножко творожный, в то же время с очень приятной кислинкой. Их должно быть ровно столько же, сколько и теста. Хачапури мы сегодня готовим большую, все ингредиенты будут обязательно в описании, поэтому и сыра у нас сегодня будет тоже очень много. Сыр просто натираем на крупной терке. На крупной терке, хорошо. С сыром мы закончили. И сейчас я тебя прошу перейти к следующей начинке, это грибы. Их нужно будет нарезать слайсиками, и запекать мы их будем, точнее жарить и тушить мы их будем со сметаной и с небольшим количеством тимьяна. С удовольствием займусь. А я начну делать тесто. Вначале смешиваем все сухие ингредиенты, добавляем к муке сахарный песок, соль и сухие дрожжи. И хорошенько перемешать. Дальше идут жидкие ингредиенты. Это растительное масло и какая-то жидкость. Можно использовать просто обычную воду, но сегодня мы будем готовить с мацони. Это кисломолочный грузинский продукт, он придает невероятный вкус и ароматические свойства тесту для хачапури. Растительное масло и мацони. И замешиваем тесто. Вот такое вот шикарное тесто у нас с тобой должно получиться. Тесто для хачапури должно получиться плотное, но абсолютно не липнет к рукам. И теперь мы формируем из него хороший шар и оставляем его в теплом месте подойти хотя бы час, для того, чтобы оно стало пышным и воздушным. Вот так. Обязательно закройте его хорошо пленкой или полотенцем, для того, чтобы к нему не поступал воздух и тесто не пересохло. Друзья, ну а мы тем временем отправляемся готовить грибную начинку. Отправляемся к грилю. Ну что, наша сковородка разогрелась, мы можем обжаривать грибы. Давай, приступаем. Наливаем немного растительного масла. Наша задача сейчас обжарить грибы до аппетитной золотистой корочки, поэтому мы первые 2 минуты их не трогаем, даем хорошенько прижариться с одной стороны, после этого перемешаем и посолим. Так, у нас прошло пару минут, грибы мы помешали, теперь добавляем соль, добавляем банку сметаны, все это тщательно перемешиваем. И буквально с парой веточек тимьяна добавляем только листики. И снимаем наши грибы с огня. Немного раздвинем лотки с углями, для того, чтобы жар был по двум сторонам. Возвращаем решетку и устанавливаем камень для пиццы. Закрываем крышку и оставляем прогреваться. Для того, чтобы хачапури хорошенько испеклась, температура должна быть градусов 350. И открываем задвижки. Я в предвкушении. Да? Да. Будет вкусно? Да, должно быть. Друзья, посмотрите, какое тесто. У нас постояло в тепле, в доме, около печки. И вот как замечательно подошло. Красота. Теперь моя задача тесто раскатать. Раскатываем его достаточно тонко, полсантиметра, сантиметр толщиной. Твоя задача перемешать все сыры, которые пойдут у нас в начинку. Немного подпылю мукой. И раскатываем тесто. Вот такое вот тесто должно получиться. Теперь тебе нужно аккуратно выложить сыр вот так вот по всей поверхности нашей лодочки. Приступаем. Нет.
поверьте. много сыра не бывает. Какая у нас будет сырная лодочка. Максимально. Максимально. Сыра очень много. Можно прям придавливать его. Да. И начинаем защипывать края. Хорошенько сцепляем их между собой. Делаем хороший плотный шов, чтобы у нас ничего не расклеилось во время выпечки. С этой стороны хорошенько ее припудриваем мукой, чтобы она у нас потом не прилипала ни к камню, ни к столу. И перекладываем ее на доску. И теперь острым ножом делаем разрез. И у нас открывается волшебство. То есть, видишь, у нас теперь сыр везде под тестом есть. Тихон, я думаю, это получилась не лодочка, а целый сырный корабль. Когда мы с Анжеликой были в Тбилиси, там была кафешка, в которой подавали хачапури по-аджарски «Титаник» на 12 желтков. Я думаю, у нас с тобой здесь на хороших 3, ну максимум 4 желтка. То есть Титаник уменьшенной версии Да. получился, да? у нас разогрелся камень, я предлагаю отправляться к грилю. Пойдем. И сбрасываем хачапури на камень. И закрываем крышку. Тихон, и сколько выпекается эта лодочка? В зависимости от готовности тесто должно стать хорошо золотистым, сыр полностью расплавится, на это уйдет от 15 до 20 минут, в зависимости от объема. Маленькая лодочка может быть готова и за 10 минут. Угу. Друзья, если вы хотите повторить то же самое дома, например, в духовке, то ваша задача максимально разогреть духовку. У многих есть 270 градусов, 250. Включайте режим конвекции, обдув, если он есть. Если нет, вверх-вниз, ставьте камень или хорошенько разогревайте противень и сбрасывайте на него хачапури. После этого у вас получится очень даже похожий результат. Ох, ты почесал. Тринь-тринь как раз к мясу пошел. Ну что, настало время доставать нашу красоту. В ожидании. Давай смотреть. Вау, какая красота получилась. Ну и финальное украшение перед подачей. Раскладываем грибы, выкладываем желтки, сливочное масло и можно подавать к столу. Шедевр получился. Так, как их Я будем? думаю, ложкой аккуратненько распределим по всей поверхности. Делаем небольшие углубления для желтка. Раз, два и три. И выкладываем кусочки сливочного масла. Ну и нам придется нарушить с тобой эту красоту для того, чтобы все объединилось и получилось Красиво. вкусное, ароматное Ну, чтобы начинка. стало вкуснее, надо пожертвовать этим. Да. Берем, друзья, вилку, ложку и все перемешиваем. Ну то посмотрите. Супер. Круто. Дегустируем. С добрым утром. С добрым. Хороший завтрак. Ради этого можно пораньше проснуться. Не могу насладиться. У нас еще оператор умирает от голода, поэтому можно завершаться. Друзья, спасибо вам за то, что были с нами. Не забывайте подписываться на канал Андрея, на мой канал, ставить лайки, комментарии, нажимать колокольчики. И до скорой встречи. Пока-пока. Всем пока.